Небольшая демонстрация. Понятно, что дрель будет сверлить. Если сверло острое, будет сверлить еще лучше. В стойке важно сверление ровно под 90 градусов. В этом и суть этого самодельного станка. Я старался делать как можно точнее, и у меня получилось. А теперь давайте сверланем. Просверлим железяку. Всем привет! Решил я преобразовать гаражный хлам во что-то полезное, ну и думаю, с чего бы начать. И тут на глаза мне попадается вот эта совдеповская старая дрель. Дальше по сусекам, гляжу, валяются старые автомобильные передние стойки, которые давно уже пора выкинуть. Но кодекс Плюшкина, который я ответственно чту, мне этого не позволяет. И что же делать? Как и куда это все применить? Решение есть. Буду делать стойку для дрели. Штуковина полезная. Да и с точностью вертикальное сверление просто руками бывают вопросы, поэтому решено, делаю. Ну и вы присоединяйтесь, вместе делать и изобретать будет однозначно веселее. Поэтому вперед, стойка сама себя не сделает. Думаю, для начала нужно начать с амортизаторов. Сейчас я их закреплю в тиски, с торца колбы просверлю отверстие сверлышком 3 мм, выпущу остатки масла, а затем аккуратно болгаркой срежу тарелки и прочие крепежные элементы. С одного амортизатора масла я уже слил, теперь занимаюсь вторым. Поскольку в амортизаторе масло находится под давлением и при сверлении может брызнуть, на всякий случай подстрахуюсь тряпочкой, но аккуратно, чтобы ее не намотало на сверло. Ну что же, масло выпущено, теперь срезаю тарелки-подпружинники. Для удобства шток зажал в тиски и аккуратно режу по сварочному шву на пару миллиметров, дабы не прорезать колбу. Буду считать, что с амортизаторами я закончил, тарелки я срезал, остатки сварочных швов зачистил наждачным кругом. Это было не обязательно, но для эстетики почему бы и да. Тем более, что это минутное дело. Станину решил делать из того, что есть в наличии. А в наличии у меня лист металла толщиной 5 мм с размерами 330 мм на 250. Кстати, вот эти крепежные кронштейны или уши решил пока не срезать. Техническая интуиция подсказала оставить. Могут пригодиться, а срезать я всегда успею. Сложил приблизительную конструкцию, дабы узреть, как будет выглядеть будущая стойка. И для того, чтобы понять, как оптимально разместить амортизаторы. Края металлического листа расположил на 50-м уголке. Он будет служить опорой, а также второй точкой крепления амортизатора для надежности. Для наглядности вырезал из бумаги два круга диаметром 51 мм. Это диаметр этих амортизаторов. Круги расположил, отступив по 10 мм от краев. Сейчас я их обведу маркером и приступлю к высверливанию.
Накернил, отступив от края круга 5 мм. Теперь высверлю сначала сверлом 3 мм, а после десяткой. Конечно, если бы была бы коронка, по металлу было бы куда проще, но буду исходить из того, что есть. Со сверловкой я закончил, теперь немного поработаю с зубильчиком. Центра я вырубил. Теперь минут 15 нужно будет поработать круглым напильником. Ну а иначе никак. Итак, с напильниками я закончил. Знатные получились дырки, старался делать их максимально точно. Теперь первая примерка для того, чтобы посмотреть, как и что будет дальше. Общая форма вырисовывается. Значит, задача следующая. Нужно от 50-го уголка отрезать два отрезка по 250 мм. Это раз. Очень хорошо, что я не поспешил и не срезал родные ушки крепления. Сюда я сделаю пластинку и закреплю ее на болты. Для начала. Поскольку любой конструкции такого плана дополнительная жесткость и прочность не помешает. Значит, пластинку сделать это 2. Уголки готовы, пластину сделал, все в размер и ко всему изготовил 2 косыночки. Это все для усиления несущей конструкции. Я полагаю, хуже не будет. И поскольку для базиса все готово, можно приступать и к сварке. И это, пожалуй, самая ответственная работа. Приступил к процессу сварки. Плиту и уголок выставил по угольнику, зажал струбцинами и сделал прихваточки. Пока все ровно. Закончил я со сваркой, постарался приварить все ровно, все вымерял по угольнику, дабы нигде ничего не повело, потому что такие конструкции любят точность и геометрию. Но благо дело прошло удачно, варил по сторонам, крест-накрест, тем самым выставляя вертикаль и соосность. Сваркой я доволен, двигаюсь дальше. Станина уже сварена, теперь можно взяться за конструкцию крепления дрели. Итак, у меня есть кусок трубы 3/4 с внутренним диаметром 21 мм. От нее я отрезал 2 отрезка длиной 20 мм. По диаметру они как раз подходят к диаметру штока амортизатора. Что мне было нужно? Они будут служить дополнительным упором от колебаний балки крепления дрели. Покажу позже. Также отрезал кусок от 65-го уголка. Отрезок длиной 240 мм по ширине краев амортизатора. Разметил по центрам штоков и просверлил отверстие 14 мм. Что в итоге получится? Поверх упорных колец я кладу уголок, наглухо притягиваю его гайками и дополнительно прихватываю кольца к уголку сваркой. Получится надежная конструкция без люфтов и колебаний. Родные гайки корончатые, и они в принципе пошли бы, но они узковаты. Я нашел альтернативу. Это высокие мощные колесные гайки с автомобиля ГАЗ-24. Вот их-то я и поставлю. Вот это будет класс. Дело движется, и теперь пришло время заняться креплением дрели. И займусь я кареткой.
Диаметр дрельки у основания 46 мм. Чудненько. А у меня как раз есть труба офигенная, толстостенная, с внешним диаметром 57 мм. Но самое важное, что внутренний диаметр у нее 48 мм. А это значит, что все идет как нужно. Сейчас я отрезаю кусок миллиметров 45 и делаю из него надежнейшую каретку-зажим. Должно все получиться как задумано. Оказывается, труба еще и бесшовная. Вообще красота. Так бы я по шву сделал продольный пропил и был бы молодцом. Но раз его нет, сделаю просто пропил шириной 4 мм. Отличный получился паз, теперь немного коррекции. Отличнейшая деталь получилась, при стягивании облегать будет достаточно плотно и держать, можно сказать, фундаментально. Для стяжки буду использовать болты с гаечками на 8. Это немного и немало. Считаю это оптимальнейшим вариантом. Этот узел тоже пока в сторону, будет ожидать сварки. А сейчас на изготовление просится гусак. Это то, что будет соединять балку и каретку. Пока я круть да верть, поймал себя на мысли. А почему бы и не приспособить теса? По-моему, отличная идея. Тем более, что у меня их, как на тесовой фабрике. Да и со столиком вопрос автоматически отпадает. Вуаля! Как тут и были. С гусаком я тоже сильно мудрить и заморачиваться не буду. Мне нравится, когда все просто, понятно и надежно. Поэтому к балке и каретке привариваю кусочек профильной трубы 20 на 40, а сверху еще и косынку из 5. Я думаю, что эта конструкция и слона выдержит. 100%, да. А наверное даже и 2. Узлов и деталей поднакопилось, теперь их можно и приварить, чтобы двигаться дальше. Итак, друзья, самодельщики и изобретатели, первая деталь готова, сварена и зачищена. Действие с гусаком проделал следующее. Как вы видите, с торца уголка приварена карточка, в центре которой я просверлил отверстие и нарезал резьбу на 10. Такое же действие я проделал и с другой стороны, но отверстие уже со смещением и резьба здесь нарезана на 8. Почему так, расскажу позже. С этой деталью я разобрался, берусь за следующую. Здесь все по стандарту. Пилил, варил, сверлил. В итоге получилась тяга. Эта деталь привода Виромайна, использовал пруток диаметром 12 мм. Можно было и тоньше, но другого не было. Да и ладно, хуже не будет, надежности много не бывает. По краям приварил карточки, а в них сделал дырочки на 8. Длина тяги по центрам отверстий 340 мм. Еще одну деталь в сторону.
В руках я держу еще одну деталь, которая называется рычаг. Сейчас я все объясню, а через минуту и покажу. Это была пластина длиной 250 мм и шириной 50 мм. В центре я сделал отверстие 10 мм, с краю 8. С торца приварил остаток 12 пруточка и нарезал резьбу. Для справки, толщина металла 6 мм. Эту пластину я сделал из остатков 65-го уголка. Посмотрел я на этот прямоугольник, ну скучно, ну не креативно, одни сплошные прямые линии и углы. И я подумал, должна же быть в этом приспособлении какая-то изюминка. И вот, пожалуйста, рычаг в виде ножа. Я уверен, друзья заценят эту фишку. Ну где вы еще видели такое чудо? Так, ладно, это тоже в сторону. И заключительная деталь, это сам столик. Круг диаметром 170 мм, толщиной 10 мм, к нему я приварил отрезок профильной трубы. Деталь простая, но на порядок увеличивающая функционал стойки. Сейчас покажу. Раз все детали готовы, можно и предварительно собрать, дабы узреть сей дивный агрегат в сборе. Вкручиваю с внутренней стороны винт десятку. Как видно, механизм отлично работает, но не хватает возвратной пружины. Да и пружины у меня такой нет. Ну, поскольку стойка в автомобильной тематике, то у меня есть газовый амортизатор от крышки багажника автомобиля ВАЗ-2109. Это как раз то, что нужно. Это как раз то, что доктор прописал. Для установки этого амортизатора я просверлил два отверстия. И нарезал резьбы на 8. Как в станине, так и в балке. Вот сейчас я его и установлю. Просто великолепно, красота, отличный возврат, работает как нужно. А теперь я временно накину тиски и дрель, дабы узреть картину всецело. Я считаю, что царь-стойка фактически завершена. Осталось придать ей достойный внешний вид, то бишь покрасить. И кульминацией всего довольно не короткого ролика будет, конечно же, демонстрация этого чуда-агрегата. Друзья-самодельщики и изобретатели, смотрю я на эту прелесть и глаз радуется. Великолепное приспособление получилось, даже лучше, чем я хотел. Это незаменимый помощник в мастерской. Хочу заметить, какую крутую ручку я установил. Очень красивая и эргономичная. Volkswagen Das Auto. Небольшая демонстрация. Понятно, что дрель будет сверлить. Если сверло острое, будет сверлить еще лучше. В стойке важно сверление ровно под 90 градусов. В этом и суть.
этого самодельного станка. Я старался делать как можно точнее, и у меня получилось. А теперь давайте сверланем. Дерево это не проблема, главное размер и точность. 90 градусов это прежде всего. Просверлим железяку. В чем прелесть столика в тисках? Легким движением руки столик убираем и сверлим в тисках. Ну что же, друзья, самодельщики и изобретатели, спасибо за то, что были со мной, за то, что разделили мой творческий порыв. Делайте красивые и полезные вещи из ничего. Всем пока, до новых встреч и новых проектов.